Это вторая часть Zenless глазами новичка, но я уже не прям новичок, а более-менее разобрался в игре, да и уже не хейтер-гач совсем. За несколько месяцев я прошел в Зетке через все. Кайф, душноту, счастье, и даже впервые меня прогрели на донат, хотя до этого я в гач не донатил вообще. Плюс я апнул 54 ранг, что довольно сильно. Так что, если ты думаешь, стоит ли вообще начинать играть, или что там через месяц-два и так далее, в этом видосе ты все поймешь. Это будет что-то вроде обзора или честного ответа. Также расскажу о том, что не влезло в первую часть, про свой прогресс в игре, подводные камни, душноту, плюсы с минусами и почему ЗЗЗ это лучший гач от Hoverse объективно. Над роликом я реально запарился, так что лайк, подписка, все по классике. Это ускорит выход следующего видоса и тупо поднимет мне настроение. Спасибо. И да, я теперь стримлю на Твиче, вон круткие ивенты, разные игры, ссылка в описании, как и на мой телеграм со спойлерами и моя жизнью, плюс Бусти и Дискорд. Не затягиваю, поехали. Итак, прошлая часть закончилась на том, что я выбил Эвелин, немного прокачался и в целом открыл все, что можно. После этого я делал перерыв, а когда вернулся, шел последний день баннера Джейн Доу, о котором я, кстати, тогда не знал. Как вы понимаете, я ее не выбил, но зато нафармил 30 круток за 6 часов, и в надежде ее выбить, все слил в баннер. Ужасный скриншот. Жаль, я тогда не знал про FanPay. Это площадка, где можно просто взять и купить любой донат для Зетки, Геншина и других игр. Зарегался, зашел в раздел, договорился, оплатил удобным способом, готов. Только сделку подтвердить не забудь. Буквально вот, проверил еще раз, взял луну. И все быстро, удобно и главное, очень дешево. Без шуток, смотри сам. Интернет за 320 рублей. Ну, дешевле уже, я не знаю, некуда просто. Так что, если устал фармить по старинке, то залетай по ссылке в описании, либо через закреп. И покупай все, что хочешь. Все. Просто все. Прямо сейчас. Не повторяй моих ошибок. Ссылки, повторюсь, в описании и в закрепе. Но тогда, после фейла с Джейн, я не расстроился. Хотя, кого я обманываю. И начал копить крутки, плюс качать мой в тот момент слабенький отряд. И думать над улучшением вот этой первой пачки, чтобы выбить последнего перса под Эвелин. А пока я фармлю и так далее, давайте расскажу о сюжете, который я уже неплохо успел попроходить с выхода того видоса. В тот момент я его обосрал, в силу того, что он не такой масштабный, как в Геншине, бла-бла-бла, но я не учел, что масштабность это не ключевой фактор. Самое важное это сам, сюжет, который я особо тогда не проходил. Поэтому вот, ребят, исправляюсь, не слушайте того дурачка. Сюжет в игре просто офигенный, на эмоции меня пару раз прям развело, а это я еще только на втором сезоне. Так что спойлерить я, конечно, ничего не буду, ибо я еще не настолько тварь, но скажу, что он интересный, и душнины там нет. Наоборот, открываются локи, ты там встречаешь новых персов, появляются небольшие ивентики, активности и так далее. Прикольно. А по поводу геймплея и боевки, которую я тогда тоже обосрал, могу снова себя исправить, причем сильно. Боевка тут реально крутая, был неправ. Она динамичная, отзывчивая, разнообразная, ей всякие уклонения, парирование, цепочки атак и еще куча разных механик. Плюс в игре каждый персонаж играется вообще по-своему. Там не какой-то разный урон, а реально разные стили боя. И в этом весь прикол. Игра подстраивается под тебя. Хочешь быть грамотным? Учи ротацию и играй, используя все возможности твоего перса с оптимальной ротацией. Хочешь быть счастливым? Крути того, кто нравится, и не слушай всяких дурачков. Все. Хочешь быть жестким под пивасом? Крути Мияби. Так что, если оценивать именно боевку, то она подойдет всем. Драться можно вообще как хочешь, вплоть до эндгейма. Там уже, к сожалению, придется думать. Тут я тоже напрягся. Да и персов придется собирать, там что-то артефакты, там оружие. Геншиновская фигня в очередной раз. Хорошо, что тут хотя бы оно фармится быстрее, ну там, чуть-чуть проще, чем в Геншине, а то челы там годами данжи зачищают и пытаются выбить какую-то шмотку там на плюс 4 криту. Это вообще позорище. Хорошо, что тут хотя бы нет кубка, который так тяжело выбить в Геншине. А нет, есть. Тут 6 вариантов диска, вот, на каждого перса. Точнее, 6 цифр и примерно 2-3 типа дисков на каждого перса подходят. Там один для ДД, второй для саппортов, все такое. И там местами делают индивидуальный диск для определенного перса, вот как Падысюань или Фуфу. Но вместо того, чтобы каждый день сливать всю смолу на эти арты, для начала берешь, сливаешь смолу на прокачку персов, чтобы лишний раз ее не тратить, и параллельно проходишь еженедельную бездну, откуда можно получить парочку вот таких купонов в неделю и сливать их на арты. Этого на первое время точно хватит, но если там супер надо тебе одеть персов, можешь чуть-чуть слить смолы, этого должно хватить. И лично по моему опыту фарма, да, выбить идеальные арты все еще сложно, но вот адекватные можно довольно быстро, зависит от твоей удачи. Про это я тоже расскажу подробнее, но чуть позже, ибо я не договорил про геймплей. Скажу сразу, внешне он может показаться однообразным, но на деле каждый день ты можешь зайти и покайфовать в игре, хотя минусы есть, и про них я сейчас тоже поясню. Классический день в Зетке после плюс-минус 20 ранга — это зашел
Зашел, за пару кайфовых боев слил 300 смолы, плюс еще выпил кофе на плюс 80 смолы, и на эти остатки там убил боссов для материалов, что-то прокачал персом, готово. Но не бойся слова материал, это не та душнина, что в Геншине, здесь ты просто смотришь на два нужных, сливаешь там смолу на них против боссов и получаешь то, что тебе надо. Не надо фармить каких-то там мобов каждый день вплоть до их исчезновения, не надо душениться просто в этих данжах, как будто я зашел туда и на полчаса пропал с этой смолой. Просто зашел, подрался, 5 минут, смола уже слита, если ты не отвлекаешься там на всякие какие-то доп штуки. После этого можно дозакрыть делик, к этому моменту он уже обычно выполняется сам. Но я люблю получить лотерейный билетик у собачки. Там разные награды, могут гемы выпасть, могут монетки. А еще, по поводу смолы, вы можете не заходить в зетку сколько угодно времени, потому что смола тут копится. Так что тоже это учитывайте. И вспомните, как это работает в Геншине, да, без негатива, я просто вам напоминаю. После чего, когда вы вот это все сделали, можно заглянуть в события, полутать локи или вообще бездны пойти проходить, которые часто обновляются. Так что контента в игре достаточно. Но, думаю, у людей, которые, как и я, хотят играть в долгосрок, возник вопрос. А что там по поводу душноты и количества контента в эндгейме? Если вы не задрот, который вычищает игру на 100% каждый день, то проблем не будет. А если да, то в целом геймплей на эндгейме норм. Есть ивенты, башни, там всякие бездны, которые еще и часто обновляются. Но местами душно. Зато с наградами все норм. Плюс сверху каждый патч дают около 10 бесплатных круток, а также 600 гемов за всякие ошибки, там баги и так далее. Ну, сообщения с почты вот эти. И это не учитывая нового контента и всяких ивентов, которые постоянно появляются. И не думайте, что я как-то, типа, наврал, выдумал. Это слова человека, который активно играет в зетку с релиза. Моего такого знакомого, хорошего, кентосика. Так что, во-первых, доверять его словам можно, а во-вторых, эндгейм здесь нормальный. А насчет свободы в игре, тут, к сожалению, особо не разогнаться. Ходишь по небольшим локам, общаешься с NPC-шками и так далее. Прям выйти из города и куда-то поехать, как в GTA, нельзя. Это все же не НТЕшка, про которую у меня недавно был видос, подсказка справа сверху. Но зато тут, как и в ХСР, можно пойти там, полутать сундучки на локах и повыполнять задания мяучла. Это, конечно, не открытый мир, как в Геншине, но хоть что-то. А по поводу персов и фан-сервиса, на которые обычно и ноют большинство игроков того же Геншина или ХСР, без негатива, да, без негатива. Но вы просто представьте, как Хоя попытаются выпустить хоть что-то близкое к вот этому, или вот этому, или вот этому в том же Геншине. Вы представьте лица типов, которые сидели и ныли на Reddit про эту коровку миленькую, красивенькую, которую выпустили в Геншине. По сравнению с ней, давайте честно, ну, это вообще другой уровень, и было бы правильно, если бы начали ныть, но на это Zenless и есть Zenless, он 16+, туда могут выпускать вообще любой этот эксклюзивный контент. Правда, я не знаю, как другим, но для меня вот этот летний ивент с вот этими перцами и скинами летними, но это вообще уже прогрев гоев, я не знаю, я прям не могу, я сидел, угорал. Для меня, конечно, фан-сервис это плюс, и на этом точка, да, я не буду это никак комментировать, но я не понимаю людей, которые на серьезке прям на него ужасно бузят, потому что игра, повторюсь, 16+, что здесь такого? Уверен, что все, кто обсирают этот фан-сервис, там, из Геншина, из ХСР, ну, они просто нам завидуют, ребятки, так что признаем факт, что все нормально, и у нас все нормально. И не знаю, как у других, но у меня складывается ощущение, что они выпускают два перса под какую-то специальную аудиторию, да, и одного под всех, типа Мияби или той же Джей. Ну, кому они две могут не понравиться, да? И циклами так и фигачат, и все. Кстати, смотрите, кого они выпустили еще. А по геймплею, паверкрипу, боевке и всему такому можно дать однозначно ответ. Все круто, крути кого хочешь, не пожалеешь в любом случае. Паверкрип в игре есть, но в идеальном балансе. Старых персов там, если что, бафуют, и все, в принципе, равны по-своему. Так что, если для вас это важный фактор, то в ЗЗЗ с этим все нормально. И по поводу моего прогресса. Я бы мог весь ролик как-то добавлять этим воды, там, в текст и так далее, но сейчас я просто вставлю 3 момента, и вы сами все поймете. А кто сомневался? Давай. Есть, просто есть! Первые десятки! 7 круточек, давай. Найс!
Сдохнем в муках, урод моральный. Прости, друг, пожалуйста. Это не по моей воле происходит. Я не хотел. Не надо, Мияби. Не надо. Нет, ну почему? С первой десятки. Чуть-чуть сигну давай попробуем. Ну, сигну. Давай сигну. Ну, просто, да? Ну, попробуй сигну. В всякий случай. Да. 3 пачки, а одна с персом, которого я жестко обсирал. Как говорится, чем глубже в лес, тем, смотрите, вторая пачка у меня с Исюань. Вы не представляете, как я рад был, выбив ее и сигну за буквально пару круток. Потом еще и Фуфу, а позже и Мияги сигны. Причем на стриме вместе с вами, Twitch в описании, напоминаю, заходите. Вот мои пачки, а вот что забайтило меня на донат. Плюс забыл сказать, что гача здесь как в остальных гачах. То есть вот эта система дропа, вот эти баннеры, все по базовой системе. И еще есть баннер с банд будет. Это такие помощники бегающие, которые ты можешь в отряд поставить. Они миленькие, крутые, дают всякие бафы. Теперь же можно начать говорить про самое главное. Донат, который здесь забайтит просто любого. Я видел коммент, где чел отдал карточку жене, чтобы не донатить в ЗЗЗ. Я клянусь. По сравнению с другими гачами от Хуеверс, здесь реально хочется задонатить, блин. Напоминаю, вот как выглядят 2 новых скина на 2 новых леги. А там еще есть другие. И они еще и будут выходить бесконечно. Напомню, я, чел, который никогда не донатил в гаче, купил себе скин на Исюань, потому что у меня не было выбора его не покупать. То есть тут даже вопрос не стоял ни секунды, понимаете? Да и пас я вон себе недавно купил, чисто чтобы там пачечки быстрее прокачать, кайфовать больше, рутины, чтобы было меньше. Так что еще раз, если вы азартный человек или какой-нибудь лудик, не дай бог, да, тьфу-тьфу, просто, ну, лучше вообще в целом не лезть в гачи, да, начнем с этого, а в ЗЗ тем более. Просто я азартный человек, но который себя контролирует, а какой-нибудь рандомный чел может зайти и, не знаю, все деньги слить оттуда мамины. Так что, если ты хоть каплю такой, ну, лучше реально не лезь в гачи в целом, а в ЗЗ тем более, я тебя предупредил. Больше у игры минусов нет вообще, кроме Мияги и телеков. Опять же, даже при том, что у меня сигна Мияги и Мияги есть, я все равно буду называть ее минусом. Вывод. Играть советую, если вы не подходите под те критерии, игра будет жить еще очень долго, и это, как по мне, самый перспективный проект от Хоя. Напоминаю, в описании есть ссылки на мой телеграм-канал, Twitch, Boosty и Discord. Буду рад тебя там увидеть, пока.